Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня еще один урок вот по такой сумке милашки. Я вам покажу, как закрепить фурнитуру, как сделать крышку и, конечно, как прикрепить магнитный замок. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Одну сторону я уже прикрепила, все сделала. И сейчас покажу, как же сделать вторую. Как плести полотно, есть видео на канале, ссылку я оставлю. Здесь у меня идет 8 рядов, 3 ряда низ и 8 рядов. И боковинки также получается 3 ряда. Раз, два, три. И буду я крепить фурнитуру вот здесь. У меня получается 3 бусины сверху. Я беру леску, вот она у меня, и через вот эти 3 бусины полностью ее пропускаю. Вот она. Теперь беру еще одну бусину, одеваю. Так, сначала выровню леску, чтобы у меня оба края были одинаковые. Вот. Делаю петлю, как я уже показывала. Плетем точно так же, как полотно. Вот у меня. И теперь беру фурнитуру, одеваю ее вот сюда. И вторую леску пропускаю через петлю и затягиваем. Здесь вот немножко надо так пальчиками. Вот здесь у нас середина, поэтому середину эту надо придавить вовнутрь. Немножко неудобно, потому что все маленькое. И уже у меня ноготки отросли. На днях иду чтобы переделать. Ну, вот эту вот видите, нам надо сложить квадратик. Вот из 4 вот этих бус. Так, вот, все у меня сложилось. Теперь расправляю фурнитуру и вот эту бусину затягиваю. И наш узелок затягиваем в середину. Вот он. Вот у нас уже что-то вырисовывается. Здесь надо хорошо все затянуть. Сейчас вот так все поправим. Вот, у меня уже держится. Теперь у меня получается вот эти крайние бусины. И я пропускаю через них леску. Я специально не останавливаю камеру, чтобы было все видно. Так, вот у меня леска. Тут у меня просто пинцета нету. Поэтому буду вот так иголочкой ее вытаскивать, чтобы она не прошла через остальные. Вот одна сторона и вторая сторона. Так, вот моя леска. Сейчас ее... Вот она. Вот я протянула через соседние и еще раз все затягиваю, чтобы все было плотно. Вот. Теперь провожу через фурнитуру вот сюда. Можно даже сразу бусину одеть. Делаем петлю. Вот. И вторую леску через фурнитуру пропускаем и в петлю. Вот. И снова назад через фурнитуру. Так будет удобнее затягивать. Вот. И у нас получается тот же квадратик. Снова все затягиваем. И узелок в середину. Вот. Все. Вы видите, все закрепилось. И 3-я бусина у меня уже будет наверху. И вот это уже никуда не денется. Будет стабильно все крепиться. И теперь снова через вот эти соседние бусины. Вот вы видите, у нас получается раз, два, три. Получается, у нас одной бусины не хватает. Провожу леску с одной стороны и со второй стороны. Вот. И теперь последнюю бусину вот здесь наверху закрепляю. Также одеваю на леску, делаю петлю. Вот она. И вот эту вторую леску протягиваю через петлю. И затягиваю. Затянула узел в середину. И вот что у нас получается. Получается, у нас фурнитура надежно держится.
Теперь вот эти лески нам надо закрепить не по краям, а вот через вот эти бусины проводим леску вот сюда. Вытягиваем с одной стороны и с другой стороны. Вот что у нас получается. Теперь, в какую вам удобно, какую леску, вот в эту среднюю бусину. Так, вот. Протянула. И теперь ее же назад, чтобы у нас получилась снова петля. Вот она. Вот наша петля и предыдущая леска. И теперь я леску вот эту сделаю вот так 2 раза протяну. У нас получается узелок, и этот узелок затягиваем в середину. Все, теперь у нас стабильно все держится. И теперь увожу вот эти лески вниз и отрезаю. Вот в соседние вот эти бусины внизу просто их увожу, и где леска выйдет, там я ее и отрежу. Так, сейчас я протяну и вернусь к вам. Не получилось у меня вниз протянуть, поэтому я протяну назад снова. Вот. Вот сюда еще раз. Здесь главное вот эту леску, ее хорошо закрепить как бы между бусинами. Некоторые делают всего лишь один узелок, но я всегда страхуюсь, поэтому делаю несколько узелков, чтобы у меня было все надежно. И вот эту леску и сделаем еще один узелок. Не всегда леска хорошо идет. У меня эта леска 0,6, крупная, поэтому иногда надо стараться туда-сюда, чтобы получилось. Если с одной стороны не получается, то пытаемся с другой. Сейчас я протяну и вернусь к вам. Как я не пробовала, леска уже не проходит, значит уже никуда ничего не пройдет, поэтому можно ее отрезать. Вот я отрезала, и посмотрите, что у меня получилось. Края получаются аккуратные, фурнитура надежно держится, бусины ее тут держат очень хорошо. И сюда крепится цепочка на карабине. И сейчас мы с вами сделаем крышку и прикрепим замок. Покажу, как прикрепить. И в следующем видео покажу, как сделать подкладку и пришить ее. И теперь, когда фурнитура у нас надежно закреплена, нам надо сделать крышку для сумки. Здесь уже кто как хочет. Крышку можно делать от самого края, можно отступить, можно просто сделать маленькую, чтобы здесь закрыть. Это уже кому как нравится. Я покажу свой вариант. Я буду делать крышку, отступив одну бусину от края. И вот в эту вторую бусину, получается, я одеваю леску. Вот моя леска. И теперь 2 края лески мне надо выровнять. Вот они. У меня достаточно длинная леска. Я предпочитаю взять подлиннее, и чтобы было меньше узлов. И теперь вот в эту правую леску я веду плетение справа налево. Беру 3 бусины. Как мы помним, что мы плетем квадратиками, у нас всегда 4 бусины. Одна у нас уже есть вот в плетении, и 3 надо добавить. И в последнюю бусину я делаю петлю. Подвожу свою петлю вот сюда, и вот эту леску перехватываю, протягиваю. И, как я уже показывала в предыдущем плетении, вот наша петля. И теперь все выравниваю, и вот этот узелок затаскиваю в середину. Вот. Одна леска у нас наверху. Теперь по ходу плетения в нижнюю бусину мы проводим вот эту леску. И теперь вы уже видите, у нас 2 бусины есть. Значит, продолжаем плетение с 2 бусинами. Всего должно быть 4. Всегда. И вот я беру 2 бусины, в последнюю делаю петлю, вот петля, протягиваю ее,
И вот эту леску перехватываю через петлю. Вот она. И затягиваю. Снова у меня вот петля получилась. Вот вы видите. И вот эту петлю надо затащить в середину бусины. Вот она. И вы видите у меня, что получается. Теперь снова по ходу плетения вот через нижнюю бусину надо пропустить леску. Пропустила. И снова у нас 2 бусины есть. Берем вторую леску и добавляем еще 2 бусины. И продолжаем плетение так же, как мы делали. Снова петля, протягиваем второй край лески. Вот наша петля. Переворачиваем для удобства и затягиваем в середину. И вот что у нас получается. И продолжаем плетение, не доходя одну бусину. Я дойду до края и вернусь к вам. Я дошла до края. И теперь, чтобы нам повернуть плетение и леска правильно лежала, мы теперь берем не правую леску, а левую леску. Одеваем на нее 2 бусины. И повторяем тот же процесс, только именно с этой леской. Делаем петлю. И теперь уже хватаем правую леску и перетягиваем. И вот вы видите, плетение ровно легло. Вот оно. И леска у нас правильно лежит. Все у нас идеально. Затянули узелок. Теперь у нас получается здесь 1 бусина. Работаем теперь левой леской. И одеваем недостающие 3. Как я уже говорила, всегда у нас 4 бусины. 1, 2, 3. И в третью делаем петлю. Сделали петлю, подтягиваем и перехватываем. Вот. И у нас теперь снова новый ряд. Вот он. Теперь плетем в эту сторону. Теперь правую леску перетягиваем через плетение, через нижнюю бусину. Так, что-то она мне не одевается. Вот она. Так. Теперь у нас 2 бусины есть. 2 одеваем на левую леску и продолжаем плетение. Когда доходим до этого угла, повторяем так же, как делали в нижнем ряду. Вот моя петля. Беру леску и все утягиваю и узелок в середину. Все у нас держится, все крепко. И продолжаем плетение. И продолжаем плетение. Вот здесь у меня крышка будет подгибаться. И здесь уже кто как хочет. Хочет подлиннее, покороче. Это тоже по желанию. Я сделаю свой вариант и покажу вам, сколько же я рядов сплела. И многие спрашивают, как прикрепить новую леску. Совсем легко. Берем леску. Вот 2 последние, которые бусины у нас, которые мы закончили. Мы просто заправляем леску в 1 бусину и во вторую. Вот сюда. Так, сейчас выходим. Вот. Все. Леска у нас заправлена в 2 бусины. Теперь выравниваем концы лески. И продолжаем плетение так же, как плели до этого. Вот я выравниваю все, вытягиваю леску одинаково. Все. И теперь снова набираю 2 бусины на леску. 2 у нас есть. Квадрат состоит из 4. 1 и вторую. Делаю петлю в последнюю бусину. Перетягиваю сюда. И просто вот вторую леску вот так. И узелок в середину. И все. Продолжаю плетение. Вот что получается. Я сплела 7 рядов здесь у меня. И вот у меня так сумка будет закрываться. Сумочку я здесь, вот вы видите, 1 ряд, как бы он у меня наверх. Не вплотную, а именно, чтобы крышка вот так немного было небольшое отверстие. И сейчас буду крепить замок. Замок у меня
вот такой вот, без ножек, и он пришивной. Вот вы видите, здесь есть вот такие маленькие отверстия. Я возьму леску поменьше, и вот через эти отверстия я вот так замок продену в одну сторону и в другую сторону. Так, разделю леску пополам, и вот что у меня получается. И теперь надо определиться с расположением замка. Замок у меня будет вот здесь на, получается, втором ряду сверху. И теперь вот лески мне надо продеть через вот эти бусины. С одной стороны и с другой. Немножко мне неудобно. Камера висит прямо наверху. Вот так, вот так, с одной стороны. И также с другой стороны. Замки существуют разные, но я сейчас показываю, какой у меня есть и как его прикрепить. Конечно, в будущем я буду показывать разные. Жду материала, поэтому будут много новых сумок и интересные идеи. Вот что у меня получилось. Теперь мне вот этими лесками надо вернуться вот так через бусины сюда и снова сюда, чтобы еще раз прикрепить через вот эти отверстия леску. Поэтому я беру, возвращаюсь вот сюда, наверх. Так, вот оно. Вот сюда. Пинцета нету, приходится вот так вот. Возвращаемся, сейчас вам покажу. Вот, дошли до сюда, сейчас вот эту леску я пропущу через вот эту бусину, которая у нас вот здесь, чтобы затем снова еще раз пропустить через замок. Здесь можно отодвинуть все, затем мы все затянем. Я думаю, по ходу работы здесь уже будет видно, возможно, не совсем все видно на камеру, так как здесь все прозрачное. Вот возвращаемся снова вот в эту. Пинцета у меня нету. Сейчас буду как-то это дело тут вытаскивать. Вот моя леска. Так, сейчас я вытащу ее вот и вернусь к вам. И вот я также пропустила вторую леску. Вот у меня получается, сейчас я снова вышла вот в это же отверстие, где мы начинали. Так, тут я выгнула все. И еще раз через замок. Пока что можно все ослабить, так, чтобы... Сейчас посмотрю, чтобы все ровно было. Так, ничего не видно. Вот, еще раз через замок прохожу одной из лесок. Так, одно отверстие и второе. И сейчас буду все закреплять. Вот. Здесь у меня замок. Прохожу через следующую. Пока я ничего не затягиваю, чтобы мне было удобно вам показать. Теперь надо снова вывести леску. Теперь уже вниз. Так. Вот тут надо мне выгнуть, чтобы вытащить леску. Если вы будете делать по моему уроку, то именно замок можно прикрепить еще на стадии, когда вы сумку не сплели вместе. Вам будет намного легче. Просто я определялась с замком в процессе, и я этого не учла. Но ничего. Так, вот где у меня вторая леска. Сейчас вытащу, вернусь. Ну вот, я вытащила в соседнюю. Теперь по отдельности каждую леску затягиваем. Вот, замок у нас теперь хорошо прикреплен. И снова выводим леску через бусины. И смотрите, чтобы у вас не получилось поперек леска, а именно через бусины проводим, чтобы закрепить ее. Вот
Вот я возьму край побольше и вот так через бусины возвращаюсь к этой леске, делаю узелок и затем еще провожу несколько раз по бусинам, чтобы хорошо все закрепить. И вот вы видите, замок будет закреплен и хорошо держится. И как закрепить лески? Вот я вывела в одно и то же место леску. Теперь одну леску я возвращаю назад и делаю петлю, так же как мы плели. Вот моя петля. И теперь вот вторую леску 2 или 3 раза вот так перекручиваю, делаю большой узел. И теперь эту леску перетаскиваю назад. Вот, все у нас закреплено. Одна часть замка у меня закреплена, и также мы закрепляем вторую часть. Вот я беру, так, не с этой стороны, вот с этой стороны одну сторону и протягиваю через вторую. Вот, выравниваю края лески, чтобы мне было удобно плести. Вот у меня уже закрепился замок. Уже так, вот он. Вот так будет закрываться. Так, пока мы отстегиваем. И вот здесь также смотрю, где у меня сумка закрывается. Вот у меня получается вот здесь. И таким же образом прикреплю вот этот замок сюда. И сумка вот так будет закрываться. Расположение у меня будет здесь, поэтому вот начинаю работу. Одну леску сюда. И вторую уже в это же отверстие, но напротив. Вот сюда. Сегодня хотела снять еще видео с как шить подкладку, но понимаю, что это будет очень долго. В одном видео у меня не получится все. Вот расположение замка. Закрепляем точно так же, проходим второй раз, и вот так у нас будет закрываться сумка. Сейчас я все сделаю и вернусь к вам. Вот такая сумка у меня получилась. Замок закреплен, хорошо держится. И в следующем видео я покажу, как сделать подкладку и, конечно, как ее пришить в сумку. Расскажу, как снять все размеры, как все прошить, и даже сделаем с вами небольшой кармашек. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.